Гориллы во всем мире стремительно сокращались из-за вырубки джунглей и браконьеров. Их численность уменьшалась с каждым годом, и исчезновение этого вида стало все более беспокоящей проблемой на планете. Однако ученый по имени Уилка из Нидерландов отказался мириться с этой ситуацией. Он решил предпринять все возможные усилия, чтобы сохранить этих замечательных созданий. Уилка знал, что для достижения своей цели он должен вмешаться в природный процесс размножения горилл. Он начал свои исследования и эксперименты, чтобы найти решение этой проблемы. Во время своих исследований он столкнулся с гориллой по имени Анджела, которая была беременна. Это был редкий момент, и Уилка понял, что это его шанс спасти этот вид. Однако роды Анджелы оказались долгими и мучительными. В течение нескольких часов она мучилась от боли, но не могла родить своих детенышей. Уилка был на грани отчаяния, но не сдавался. В конце концов, два детеныша появились на свет. Один из них был сильным и здоровым, но второй был слабым и нуждался в помощи. Уилка понимал, что ему необходимо найти экспериментальное лекарство, которое поможет спасти слабого детеныша. Он проводил дни и ночи в своей лаборатории, тщательно исследуя все доступные данные. В конце концов, он нашел подходящую комбинацию лекарств, которая, согласно его предположениям, могла дать результат. Уилка принял решение отдать слабого детеныша его матери, Анджеле, надеясь на их глубокую связь. Он нежно положил его рядом с ней и наблюдал, как она начала заботиться о ребенке. Анджела оберегала его, ласкала и кормила. Уилка смотрел на них с волнением и надеждой. Постепенно, под заботой Анджелы, слабый детеныш начал показывать признаки улучшения. Он стал активнее и сильнее, и его здоровье улучшалось с каждым днем. Уилка не мог поверить в то, что его план сработал. Он был счастлив, потому что его усилия не были напрасными. Со временем, слабый детеныш стал таким же сильным, как его брат-близнец. Он вырос в здоровую и крепкую гориллу, способную выжить и приспособиться к суровым условиям дикой природы. Уилка понимал, что его работа еще не закончена и что ему предстоит многое сделать, чтобы спасти этот вид от полного исчезновения. Ученый Уилка не переставал бороться за сохранение горилл и их среды обитания. Он продолжал проводить исследования, стремился привлечь внимание мирового сообщества и внедрять новые методы защиты в джунглях. Его работа стала примером для других ученых и защитников природы, которые также начали принимать активное участие в этой борьбе. Хотя гориллы все еще находились под угрозой, Уилка не сомневался в том, что его усилия не были напрасными. Он продолжал надеяться на то, что вместе мы можем спасти этих удивительных созданий и сохранить их для будущих поколений. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данного видео? Делитесь своим мнением в комментариях.